Здравствуйте еще раз. Почему я говорю еще раз, не знаю, хотя такую фразу я буду говорить на протяжении многих видео. Ну что, продолжаем играть в террарию. Заходим в мир. В общем, покопался я в настройках. В настройках OBS я не нашел, как делать паузу. Кто знает, как это можно сделать, с помощью какой... Ну, не то чтобы программа, да, желательно, чтобы это было в функционале самой OBS, да, хотелось бы. Но если нет, то придется что-то делать по-другому. В общем, кто знает, напишите как. Я сейчас чувствую, что я не пройду сквозь этого зомби. В общем, второй. Ясно. Бесполезно. Если они сейчас деспавнятся, будет приятно, но вряд ли. Неудачное место спавна сейчас получилось. У меня ничего с собой нету, сюрикены. Одного я могу из кинжала как бы попробовать. То зомби явно меньше брони было. Так, ну мы с гидом тут обороняемся прям. Не очень обороняемся. Главное, чтобы гида не убили, чтобы я мог хоть как-то выжить еще. Ну окей. Ну вот, утро уже наступает. По идее уже наступило. Поэтому такие вот длительные моменты я, скорее всего, буду вырезать с помощью монтажа обычного. Ну а там посмотрим. Так, ну что, я хотел побегать. Мне бы желательно, конечно, еще как-то факелов наделать. Наверное, побегу сейчас, попробую как-то влево. Параллельно с этим геля нафармлю, да, на факела. Окей, в планах на серию я хотел бы хоть какое-то снаряжение сделать. Ну, не то, что сделать, найти хотя бы тот же посох. Было бы уже не лишним. Для гида так дома не построил, но... Я, кстати, наверное, срублю пару подсолнухов. Ускоряют скорость бега, и, наверное, сейчас порублю тут вот деревья. Невысокие, выпадет много дерева, много древесины. Это вообще не вовремя. Топора, скорее всего, хватит. Попробуем забраться сюда. Аллилуйя, первый сундук. В первом сундуке аксельбант на 4 крита. Ну,
Конечно, для призывателя 4 крита это ничего. Без факелов довольно трудно. Угу. Я понял. Вот 12 факелов выпало, найс. Жезл Искр, но игра явно хочет, чтобы я играл не за призывателя. Но, увы, выбор сделан. Хотя жезлом я могу и попользоваться. А лучше убегу вообще отсюда. Попробую отбиться. Отбился слишком близко подошел, ну ничего. Этот дождь портит сейчас все мои планы. Вот обычно, когда дождь переходит на 3-4 день, это замечательно, потому что уже к тому времени появляется торговец и зелье возврата. Появляется торговец, и можно купить сачок и ловить червяков, тем самым, да, рыбачить. Ну, сейчас на первые дни это, конечно, опасно. Так, пустыня слева. Главное, чтобы не было стервятников. В будущем тут можно будет домик построить и рыбачить, допустим, из него. Что на биоме идеально платформу потратились. Кактусы добуду, наверное, для зелий в будущем. Ну, стервятник мне. Не могу попасть. Не, ну вроде довольно легко отлетает. Хотя я получил сейчас от него, но... Надеюсь, следующее деспавнится. Но нет. Слишком мало времени. Странно, поджопник кидается. Сейчас нагнулся, сейчас. Ну так, в принципе, оно и легко и убиваются они. Так, я думаю, кактуса нам хватит. Даже просто фул заряд маны у стервятника. Окей, двигаемся дальше. Воднолист соберем сразу, он даст нам семена. Муравьиный лев уже не из приятных, конечно. Окей, подождем, пока мана зарегенится. Готово.
продвигаемся еще дальше. Так, пустыня заканчивается. Но не заканчиваются противники. Так, на этот свинец я пока не обращаю внимания, все равно его тут 3 штучки всего. Много погоды он нам не сделает. Потратим пару гранат. По-моему, дождь заканчивается, что не может не радовать. Да, все. Сейчас будет поспокойней. Надеюсь на нахождение большого дерева. Этот сундук тоже пойдет. Да, для ножей очень много, это довольно неплохо. Ну и спуск вниз. Я не знаю, я, наверное, не буду сейчас идти вниз. Сильно не надо. В приоритете, как я говорил, найти посох. Ну, кстати, тут можно прокопаться, чтобы быстрее к сундуку прийти. Ну, если что, то в таких местах обычно спавнится сундук. Но сейчас он решил не заспавниться вообще. Джунгли — это плохо. Поэтому, скорее всего, я пойду в эту шахту сейчас. Так, а летучая мышь — это очень плохо. Если поджоги не будут... Да. Это мега опасный противник просто. Не, если бы я в него попадал, то я бы его, я думаю, убил, но, увы. Окей, немного походили по миру, немножко добыли ресурсов. Неплохо. Нужно как-то домик обустраивать, чтобы приходили NPC. Ставлю куда-то сюда первый подсолнух. Ну, наверное, сейчас начну стройку дома и вернусь, когда закончу. Итак, вот у меня получились такие 4 домика. Согласен, выглядит немножко нелепо и все такое, но я не мастер в строительстве домов, поэтому что смог, то смог. Сейчас нужно вернуть просто наковальню на место, печка стоит у меня. И все окей. Так, вот тут я такой, чтобы хотел бы поставить костер. Все, как-то так. Сейчас расставлю сундуки как-нибудь. Я думаю, сундук будет стоять тут. Тут. И, скорее всего, тут. Окей, сюда сложу, значит, зелье. Я складываю обычно по типам. По типам сундуков. Да, допустим, сюда зелье сложу, допустим, руды, так как это
Сундук стоит рядом с печкой. Что у меня еще из руды и, скорее всего, вот какие-то типа драгоценные штуки буду ложить. Кстати, апельсин, если что, тоже зелье. Если вы не знали, он работает как, ну, как пища. Много повышает все характеристики. И сюда вверх не положу. А я не знаю, что сюда положить. Положу, наверное, сюда всякие ингредиенты для зелий, да. Почему нет? Как-то так. Геля у нас достаточно. И, скорее всего, я сейчас пойду в зимний биом. Ну или попробую сквозь зимний биом пройти. Так как слева у нас были джунгли, справа у нас будет данж скелетрона, поэтому... И скорее всего там и Кримзон будет. Тоже много деревьев для добычи. Будет вернуться в будущем. Проверю запись, началась ли она. Началась, все окей. Я думаю, сразу падаем сюда. Я думаю, не буду сильно мучаться с посохом зяблика, если не повезло с деревьями рядом с домом, да, то пойду сразу. Ладно. Пойду сразу за следующим посохом, да. Окей, все, буду где-то тут копать. Светопалочек нету, ну и свободно. Сделаю себе, кстати, кактусовую кирку, чтобы у нее не было дебафа от дистанции, как у медной. По-правильному, конечно, сделать сейчас фарм-арену, на которой будет больше спавниться юнитов, но... Я очень зря сейчас с собой ношу гранату, потому что может прийти подрывник. А мне нужен подрывник намного позже. Ибо для покупки пилона лесного мне нужно, чтобы в лесу, допустим, в одном, не то чтобы поселении, да, но в одном доме жили торговец с медсестрой, и желательно без, ну, гид автоматом у нас живет, потому что, ну, его убить довольно, ну, не то чтобы довольно сложно, но просто раз он уже поселился, то вряд ли это возможно. И плюс 15 золота нужно для пилона. Я, кстати, заметил в этом мире довольно мало руд. Ну или мне просто не везло на них. Не знаю. Есть справа какая-то пещерка, но мы еще не на нужном уровне находимся, чтобы спавнились флинксы. Или как их там. По-моему, флинксы. Я думаю, я даже возьму сейчас кинжалы. Будет быстрее. Вот один кусочек вольфрама, один кусочек свинца был. Это очень мало. Слева еще два кусочка свинца, но это же никчемно. Никчемно недостаточно. Копаемся дальше.
Предлагаю вернуться, когда найду какую-то пещеру. Впрочем, только я прокопал чуть ниже, тут сразу нашелся кристалл жизни. Поэтому довольно неплохо. Я совсем немного прокопал, поэтому сильно много руты и ресурсов не нашел. Но кристалл жизни не может не радовать. Окей, копаем дальше. Справа есть какая-то пещерка. Надеюсь, она будет побольше, чем эта. А по-моему, нет. Ну, кстати, я, конечно, все понимаю, да, но изумруды. Изумруды и один аметист. Если повезет каким-то образом найти. Окей, сейчас покопаю ниже, вернусь. Ну, в общем, я копал. Там слева сверху, если заметно, да, там еще одна шахта с водой, но это неинтересно. А снизу у нас рельсы и довольно много мобов, от которых я, скорее всего, сдохну. Ну, попытаем удачу, как говорится. А, я, скорее всего, сейчас сдохну. Не хочу умирать. А, не повезло мне. Не повезло мне. Ну, окей. Не так, как я планировал, конечно, но... Так, надо срочно выложить гранаты. Просто в какой-то положу. Какой-то сундук положу и хватит. Так, расфасовать сейчас надо это все. И, наверное, буду закругляться. На заднем плане требует внимания. Это неудивительно. Это неудивительно. Ну, эта часть, конечно, была не настолько продуктивной, как я планировал, но... О, кстати, сейчас может быть продуктивной. Насколько я знаю, шанс выбить с спинки посох слизня выше, чем у других слизней, поэтому если мне повезет, я с везением у меня никогда ничего хорошего не получается, то будет самое неприятное сейчас было бы умереть. Даже буду против нее ножи использовать, чтобы быстрее. И поджигать. Офигеть, снизу вот тут такая большая жила со свинцом. Надо будет в будущем туда пойти. Так, ну если я сейчас сдохну, будет очень плохо. Не выпало. Не выпало, но у меня есть 6 золота. Надо их срочно сохранить. Окей, это было неожиданно. Прям под конец серии заспавнилась Пинки. Но, увы. Посох она мне не дала. Окей, всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.